Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами пробуем обтянуть шары искусственным сатином. Это альтернатива шелку. У меня вот такой красивый изумруд и белый. Сегодня для обтяжки шаров я использую искусственный сатин, стопроцентный полиэстер. И у меня вот такие красивые цвета: белый и темный изумруд. Шары у меня 8 сантиметров диаметр. Один у меня будет белый, другой именно вот такого зеленого цвета. И попробуем сделать из него. Если до этого мы с вами работали шелком, то я буду пробовать разные ткани. И, конечно, все буду вам показывать. А сейчас приступим. Шар у меня диаметр 8 сантиметров, и я вырезаю отрезки ткани 30 на 30. Взяла чуть побольше, потому что не знаю, как поведет себя ткань. И один совет: когда вы покупаете ткань, например, не покупайте 1 метр ткани. Если рассчитывать из того, что 30 сантиметров уходит на каждый шар, то покупайте или 90 сантиметров, или 1,20 м. Потому что если получится, если вы покупаете 1 метр, то 3 раза по 30, это у нас 90 сантиметров, и 10 сантиметров у вас останется просто ни туда, ни сюда. Поэтому это такой маленький совет. И обычно, когда я нарезаю, я одну игрушку не делаю, поэтому нарезаю ткань на всю полоску, вот на всю ширину ткани. И затем просто беру уголок и квадратик вот так складываю треугольником. И вот этот квадратик вырезаю. У меня получается ровно 30 на 30. Ткань очень красивая. Она вроде бы вот здесь изнанка, но очень красивый такой цвет. Здесь более яркий, более блестящий. Здесь такой же блестящий, но более тусклый. Даже не знаю, какую сторону использовать. Но, скорее всего, в этот раз возьму блестящую. Вешалку крепить мы уже умеем. Много раз показывала. И сейчас, как всегда, вот беру эти крупные уголки, стороны. И начинаю складывать, складочки красивые выкладывать. Вот такие. Конечно, надо удержать все в руке. Все ужасно скользит. Но как-то это все надо удержать. Складочки здесь покрупнее получаются. И попытаюсь потом все это выложить красиво. Перехватываю. Беру тонкую ленту и несколько раз прокручиваю. Мы с вами уже это делали с шелком. Так, зубы в ход пошли. И затягиваю. Я сделала 2 узелка и вот пробую все вытянуть. Могу сказать, что тянется намного сложнее, чем шелк, но все же можно все это вытянуть и красиво все складочки расположить. Не так все плохо. И продолжаю работу. Вот что получается. Могу сказать, что не все так плохо. Конечно, все это затягивается намного труднее. Еще делаю несколько узелков. Вот один раз. Тут прям можно увидеть, что мы уже затянули и немного ленты освободилось. Поэтому делаем еще несколько узелков и еще раз все проработаем. И начинаем по новой. Каждый сантиметр протягиваем. Вот видите, еще все вытягивается и ровнее все ложится. И продолжаем работу. Все-таки решила показать, как делать вешалку. Я беру ленту, у меня на 3 миллиметра, и складываю вот такой ровной петелькой. Одеваю в колпачок и делаю узелок.
края. На всякий случай обжигаю. Беру саму вешалочку железную и одеваю в отверстие. Вот что у нас получается. Теперь просовываю ленту в игрушку и узелок туда же. И теперь одеваем железные ножки. И опускаем все в игрушку. И вот у нас получается закреплено все хорошо. И красивая ровная вешалка. Теперь белая ткань. И в этот раз я возьму вот эти края. Попробую так. Может быть, так легче. Кому как. Можете пробовать и так, и так. Вот я складываю с одной стороны. Здесь очень такая ткань убегает, поэтому надо все хорошо удержать. Кому как удобнее. Вот я все сложила. Снова беру ленту. Перетягиваю и завязываю узелок так же, как мы делали в предыдущем. Мои оба шара обтянуты. Могу сказать, что ничего не просвечивается и не все так страшно, как я думала. Эта ткань поплотнее, чем шелк, но все же складочки, посмотрите, как красиво легли. И теперь следующий этап. Все надо подрезать аккуратно и запаять. Так, я сначала обрежу побольше. Оставлю отрезки. Так, аккуратно, чтобы вешалку не подрезать. Убираем в сторону. И сейчас по чуть-чуть лишнее убираем. Именно с этой тканью вот я сейчас делаю в первый раз. Поэтому посмотрю, как она себя будет вести. Конечно же, все выравниваем вот здесь, именно где вешалка, чтобы все у нас было ровно. И продолжаем работу. Все-таки решила показать, здесь действуем совсем так вот по чуть-чуть, чтобы ткань у нас случайно не убежала. Поэтому режем, сначала оставляем побольше отрезок и потом медленно вот так двигаемся вперед. Не кромсаем все сразу большим куском. Поэтому вот так все медленно у нас тут продвигается. И все выстригаем. Вот здесь я прямо ножницы вот так ровно укладываю, чтобы у нас получилась площадка. Все у меня ровно, здесь красиво. Теперь беру зажигалку и аккуратно по чуть-чуть также не греем. Просто надо запаять все, чтобы ничего не сыпалось. Если будем долго греть, ткань может зажечься. И продолжаем работу. Мой шар обтянут, могу сказать, получилось очень неплохо. Так что это одна из альтернатив шелку. И также обрабатываем белый шар. И еще один момент. Когда мы работаем с зажигалкой, мы работаем нижней частью огня, чтобы у нас ткань не почернела. Вот нижней частью я работаю. Если работать верхней частью, то ткань ваша почернеет. Пошла заправлять. Мои шары готовы. Напоминаю, что сегодня мы использовали ткань искусственный сатин. И результатом я очень довольна. Я люблю проводить всякие эксперименты, и вот это один из них. Конечно же, я в будущем буду пробовать другие ткани
и буду делиться с вами своими идеями и полученным результатом. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного еще очень много. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.